Вы на рыбалку зачем едете? Сдавать экзамен по высшей математике и баллистике или отдыхать и ловить рыбу? Bait Finesse System — это что? Вершина мастерства? Инструмент для думающих, для тех, кто ищет абсолютный контроль? Или это просто фанатизм, дань моде и, давайте честно, самообман? Я убежден, кастинг в ультралайте — это осознанный шаг. Это выбор в пользу полного понимания процесса, а я, в свою очередь, считаю, что все несколько приземленнее. Мультипликатор в ультралайте — это, безусловно, интересный, но очень-очень узкоспециализированный инструмент. И в большинстве реальных, наших с вами рыбалок, он проигрывает. Проигрывает классической безинерционке. И в эффективности, и в универсальности. И погоня за ним — это чаще всего, скажем так, эстетика, не прагматика. И она сопряжена с таким количеством компромиссов, о которых почему-то принято молчать. Нет, постой, это не компромисс. Это другой подход. Другая философия, если хочешь. Вот смотри, безинерционная катушка, мясорубка, она что делает? Она великолепно решает одну задачу. Просто доставить приманку из точки А в точку Б. Все. А кастинговая снасть, она дает тебе контроль на всех, абсолютно всех этапах. Когда ты вот этим большим пальцем чувствуешь, как вращается легкая шпуля, когда ты можешь остановить полет приманки в миллиметре от травы, когда у тебя прямой контакт с рыбой, без посредников, понимаешь? Это переводит рыбалку из простого «поймал-отпустил» в разряд, не побоюсь этого слова, искусства. Это активное участие, а не пассивное кручение ручки. Точность, о которой ты так красиво говоришь, она, безусловно, достижима. Кто ж спорит? Но какой ценой? А я тебе скажу, ценой высочайшей требовательности к твоей технике заброса, ценой постоянной, просто изматывающей борьбы с перебежками, этими вашими знаменитыми бородами. А главное — это огромное ограничение по нижнему тесту приманок. Безинерционка, она что? Она прощает тебе ошибки. Она работает в любой ветер. Она без всяких, танцев с бубном позволяет комфортно бросать приманки весом в грамм и меньше грамма. Это не пассивность, это эффективность. Инструмент должен помогать рыболову, а не создавать ему трудности, чтобы он потом героически их преодолевал и считал это самоцелью. Хорошо, давай от философии к железу. Чтобы не быть голословными, возьмем что-то конкретное, популярную катушку, доступную, скажем, Tsurinoya Dark Wolf Ultra. Что мы имеем? Вес 135 граммов. Легкая BFS шпуля 4,5 грамма. Это же, прекрасный пример того, как технологии сделали кастинг доступным. Она позволяет уверенно, я подчеркиваю, уверенно работать с весами от 2 граммов. От 2. Это уже полноценный ультралайт. Согласна. Пример просто отличный. И он идеально иллюстрирует как раз мою позицию. Ты сам сказал ключевую фразу. От 2 граммов. Так? А что находится ниже этой границы? Где твои мормышки в 0,8 грамма? Где микроскопические воблеры весом, в 1,5 грамма? Куда они делись? Более того, даже в официальном описании этой самой катушки, если мне память не изменяет, черным по белому написано «не для экстремально малых весов». Понимаешь? То есть мы сейчас говорим не об ультралайте в его, классическом понимании, а скорее о таком лайт-минус. Он же раскрывается в руках опытного рыболова. И через настройку. Это не недостаток, это особенность. Мы же не ругаем, гоночный болид за то, что на нем в городе парковаться сложно. Замена подшипников на гибридные, установка более сильных магнитов в тормозную систему — это не допиливание брака, как некоторые любят говорить. А я бы не была так уверена. Давай разберемся, что такое этот твой тюнинг. Когда пользователь, покупатель вынужден менять стоковые подшипники, чтобы просто добиться стабильного старта шпули с легкой приманкой, или когда он сам своими руками усиливает магнитный блок, чтобы бороться с перебежками, это, извини, очень похоже на попытку исправить конструктивные ограничения, недостатки. В случае в Dark Wolf Ultra, кстати, многие еще и ручку меняют, потому что она люфтит. И что получается в итоге? Мы покупаем не готовый к работе инструмент, а скорее набор для творчества. Сделай сам. Я вижу это совершенно иначе. Это не исправление, это адаптация. Пойми,
Стоковая конфигурация — это универсальное решение. Это как автоматическая коробка передач в машине. Она работает, она надежна, но когда ты хочешь выжать из системы максимум, ты переходишь на механику с индивидуальными настройками. Установка более сильных неодимовых магнитов что дает? Большее тормозное усилие в начале заброса. Это критично для контроля легких, но парусящих приманок, кренков, например. Замена подшипников на керамические гибриды снижает инерцию старта. Вот это и позволяет нам приблизиться к весам в 1,5 грамма. Это не ремонт, это кастомизация под конкретную сложную задачу. Хорошо, допустим. Я принимаю твой аргумент про кастомизацию. Неды подводит нас к самому главному, практическому вопросу. Что происходит, когда мы выходим с этой твоей идеально настроенной снастью на реальный водоем? Вот давай представим. Обычный день, речка. Легкий, но противный боковой ветерок. Ты стоишь со своим мультипликатором, я с безножпционкой. Моя задача — забросить воблер весом, пусть будет 1,8 грамма на 25 метров. Что делаю я? Я просто делаю заброс. А что делаешь ты? Я делаю то же самое, но осмысленно. Во-первых, я немного корректирую настройку магнитного тормоза, добавляю буквально 1, может быть, 2 щелчка. Во-вторых, я меняю саму технику. Вместо плавного и высокого заброса я делаю более резкий, низкий и хлесткий, из-под руки. Таким образом, приманка летит по более настильной траектории. Она меньше времени находится под воздействием этого твоего бокового ветра. И скорость в начальной фазе полета у нее выше, что стабилизирует вращение шпули. Да, это требует концентрации, но проблема абсолютно решаема. И вот здесь, прямо сейчас, кроется фундаментальная просто пропасть между нашими подходами. Пока ты занят подстройкой тормозов, анализом баллистики, думаешь о порывах ветра, я думаю о другом. Я думаю о подаче приманки, о скорости проводки, о том, где, черт возьми, может стоять рыба. Твое внимание, понимаешь, оно поглощено процессом борьбы со снастью, а мое — процессом ловли рыбы. Ты говоришь, проблема решаема, а я говорю, что с безинерционной катушкой этой проблемы ее просто не существует. Вот он главный компромисс вашего BFS. Вы получаете потенциальный выигрыш в точности, да, но в идеальных стерильных условиях. А жертвуете универсальностью и возможностью просто ловить рыбу, не отвлекаясь на снасть в реальных переменных условиях. Вот теперь, кто нас смотрит, ответьте себе честно. Вы на рыбалку зачем едете? Сдавать экзамен по высшей математике и баллистике или отдыхать и ловить рыбу? Я не соглашусь, что это жертва. Нет, это вовлеченность. Для меня в этом и есть вся суть рыбалки. Но, хорошо, давай затронем другой аспект, где преимущество мультипликатора, на мой взгляд, просто неоспоримо. Это работа с флюорокарбоновой леской. С твоей безинерционки он слетает кольцами, пружиной, стремится сбросить петлю, все это знают. А с мультипликатора он сходит прямо, и это позволяет использовать его как основную леску. А что это нам дает? Огромные преимущества в абразивоустойчивости при ловле у камней, у ракушки и совершенно иную презентацию приманки, потому что он тонущий. Ты теряешь половину поклевок на своем тонком PI-шнуре, который парусит на ветру. Это интересный и, важный момент. Действительно, прямая подача лески — это сильная сторона мульта. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Со стороны чувствительности, которая в ультралайте, она критична. Чтобы комфортно забрасывать легкие приманки, ты будешь вынужден использовать флюорокарбон достаточно тонкого диаметра, скажем, 0,12-0,14 мм. Так. Любой, даже самый дорогой, качественный флюорокарбон обладает определенной растяжимостью. А теперь сравни это с современным PE-шнуром диаметром 0,2 по японской классификации, у которого растяжимость, она практически нулевая. Я почувствую малейшее, самое нежное касание приманки, а твоя леска эту информацию просто съест за счет своей эластичности. Ты смеешься! Какая чувствительность на флюрике? Ты опять все упрощаешь. Ты говоришь о тактильной чувствительности в руку, но совершенно забываешь о визуальном контроле.
Провис ПИ шнура на ветру – это данность, с этим никто не спорит. Флюорокарбон, он тяжелее, он меньше выдувается в дугу, он сохраняет более прямой контакт с приманкой. Множество самых осторожных поклевок на паузе я вижу глазами, по кончику удилища или по движению лески, а не ощущаю рукой. Это постоянный звуковой фон, который, на мой взгляд, только маскирует самый деликатный сигнал от приманки. Этот шум, как ты его называешь, для многих, между прочим, является обратной связью, подтверждением, что приманка работает, но давай вернемся к растяжимости. Она играет ключевую роль не только при поклевке, но и на вываживании. И вот тут мы подходим к последнему пункту, к работе снасти с рыбой. Очень часто сторонники БФС говорят о мощи, о прямой тяге, сравнивают мультипликатор с лебедкой. И это абсолютно справедливо, когда на том конце шнура оказывается не стандартный окунек, а, скажем, приличный голавлю коряк или щука. Прямая передача мультипликатора дает мне возможность диктовать условия. Я могу форсировать вываживание. Я не даю рыбе уйти в укрытие. А работа твоего фрикциона без инерционки — это что? Это всегда компромисс. Ты отдаешь контроль какому-то механизму и просто надеешься, что он справится. Позволь мне, я даже не то, что не соглашусь, я сейчас буду смеяться. Какая мощь, какая лебедка в ультралайте. Ты о чем вообще говоришь? У тебя на шпуле намотан шнур с разрывной нагрузкой в 3 килограмма. Каких крокодилов ты собрался тянуть этой лебедкой? Твой так называемый прямой контроль при первом же серьезном рывке сильной рыбы превращается в гарантированный обрыв. Фрикционный тормоз, он придумали его не дураки, а инженеры, которые понимают в физике. Его задача — амортизировать рывки, стравливать леску и сохранять в целости твою тонкую снасть. Это не потеря контроля. Это умный физический принцип, который защищает твою снасть в самый критический момент. Твоя возможность там что-то контролировать большим пальцем, она никогда не сравнится по скорости и точности реакции с грамотно настроенным фрикционом современной безинерционки. Но это обезличенный механизм. А контроль пальцем — это живая реакция. Это чувство рыбы. Я сам решаю, когда отдать шнур, а когда поджать. Это позволяет, например, остановить рыбу буквально в полметре от коряги, чего ты никогда не сделаешь с фрикционцем, который либо уже стравливает леску, либо затянут намертво. Это опять возвращает нас к вопросу о вовлеченности рыболова в процесс. Ты просто не доверяешь своим рукам, поэтому и полагаешься на механизмы. Нет. Это возвращает нас к вопросу о надежности и адекватности. Твоя человеческая реакция может быть медленнее, чем нужно. Фрикцион — это страховка, основанная на законах физики. А ты предлагаешь заменить эту страховку на собственное эго, на веру в свои сверхспособности. Ты не понимаешь базовых принципов работы снасти и называешь это мастерством. В 9 случаях из 10 ты можешь и будешь прав. Но на 10-й, когда клюнет трофей всей твоей жизни, одна ошибка будет стоить очень-очень дорого. Подожди. Ты так красиво рассказываешь про фрикцион, про физику, но мы ушли от главного. Давай вернемся. Веса. 0,6 грамма, 0,8, 1 грамм. Как ты их бросаешь? Вот давай, расскажи мне. Не под ноги себе, а на рабочую нормальную дистанцию. Давай. Я их бросаю, просто беру и бросаю. Моя катушка за $100 это позволяет. А вот как это делаешь ты? Это сложно, но это возможно. Нужен другой тюнинг, другие подшипники. Идеальная отточенная техника. Проблема не в снасти. Проблема в руках и в голове. Ты просто не умеешь. И многие, кто вот так попробовал и бросил, тоже не смогли. Потому что ленились. Ленились думать и тренироваться. Токовая катушка, та самая хваленная Dark Wolf Ultra, на это не способна, правильно я понимаю? Ты продаешь людям миф, ты говоришь им «купите», а потом оказывается, что нужно вложить еще столько же денег и потратить месяцы на обучение, чтобы получить результат, который моя безинерционка дает сразу, из коробки. Да ты все сводишь к деньгам и к простоте. Некоторым людям важен процесс, развитие, преодоление. Нет, это ты прикрываешь ошибки инженеров высокими словами о развитии. Это чистый самообман.
Ты создаешь себе трудности, героически их преодолеваешь и называешь это путем самурая. Вот сейчас вы все видите сами. Вам говорят, что вы ленивые, глупые, раз не хотите преодолеть трудности, которые созданы искусственно. Вы с этим согласны? Вы хотите платить деньги за то, чтобы вам создавали проблемы? Вот прямо сейчас вы должны для себя решить, на чьей вы стороне. Он называет тренировкой то, что является освоением инструмента. Вы, когда на машине учились ездить, тоже жаловались, что нужно думать о педалях? Или вы хотели сразу, чтобы она сама ехала? Кастинг, он для тех, кто готов стать водителем, а не оставаться вечным пассажиром. Вот вы, кто сейчас смотрит, ответьте себе честно. Вы на речку зачем вы ходите? Чтобы бездумно кидать железку или чтобы понимать каждый этап от заброса до вываживания? Напишите, кто из вас не боится настраивать свою снасть. Тебя опять унесло в философию. А я хочу вернуться к бородам. Прекрасно. Ты идеально настроил катушку, ты отточил заброс. Ты можешь положить свою мормышку в окошко среди травы размером с блюдце. Я верю. А теперь подул боковой ветер. Не ураган, нет, обычный такой, порывистый ветерок. Что происходит с твоей хваленой точностью? Правильно, она превращается в гигантскую бороду из тончайшего шнура P02. И твоя рыбалка на этом закончилась. Ты садишься на пенек и начинаешь ее распутывать. А я просто продолжаю ловить. Вы же понимаете, о чем он молчит? Он молчит о десятках часов, потраченных не на рыбалку, а на тренировках на газоне у дома. Он молчит об оторванных дорогих приманках. Он молчит о рыбалках, которые были испорчены одной единственной бородой. Вам это нужно? Учение. Часть пути. Тонкая настройка магнитных тормозов центробежных. Это и есть диалог со снастью. Это не диалог, это постоянная война с катушкой. Ты думаешь не о том, как провести приманку, а о том, как бы ее не отстрелить и не получить очередной перехлёст. Это не рыбалка, это нервотрепка. Вот сейчас решайте, что важнее. Полностью контролировать рыбу, чувствуя ее руками, каждый ее рывок, и самому решать, что делать. Или надеяться на бездушный механизм фрикциона, который в любой момент может отпустить ваш трофей. Вы что выбираете? Контроль или случай? Ты сам веришь в то, что говоришь? Какой контроль? Какая мощь? Мы говорим об ультралайте. Это ловля на самые деликатные снасти. Твоя мощь — это обрыв, а фрикцион — это спасение. Все. В конечном итоге? Да, в конечном итоге все сводится к одному. Кастинг в ультралайте — это для тех, кто готов думать. Для тех, кто готов развиваться и получать настоящее глубокое удовольствие от полного контроля. Остальным, да, остальным безинерционка. Нет. Это фанатизм и самообман. Ты создаешь себе трудности, и потом преодоление этих трудностей выдаешь за высокое мастерство. Но рыбе абсолютно наплевать на твой путь, на твою философию и на твои страдания. Она клюет на правильно поданную приманку. А моя безинерционка позволяет мне делать это проще, дальше и эффективнее. Точка. Тихо, холодно, глядя прямо в камеру. Ну, и кто ты после этого? Кастинг. Или безинерционка. Менее 1 грамма миф или твоя лень. Всем привет и добро пожаловать на нашу дискуссию. Сегодня у нас, по-настоящему острая тема. Тема, которая буквально расколола мир ультралайтовой рыбалки на 2 лагеря. Мы будем говорить о мультипликаторных катушках, а точнее о так называемых BFS-системах в ультралайте. Я вот твердо убежден, что это не просто какая-то мода, а, настоящая технологическая эволюция, которая дает рыболову, просто непревзойденный контроль. Мне кажется, что современные технологии развиваются так быстро, что иногда это сложно даже уследить за всеми новинками, которые появляются почти каждый день на рынке. А я вот считаю, что это прекрасный пример того, как можно все усложнить до абсурда, где, знаешь, погоня за какими-то новыми эфемерными ощущениями подменяет саму суть рыбалки — приехать и ловить рыбу. На мой взгляд,
Классическая старая добрая безинерционная катушка, мясорубка, как ее называют, уже давно и, главное, эффективно решает абсолютно все задачи ультралайта. И я вот готова отстаивать ее позицию как, ну, скажем так, более прагматичного и универсального инструмента для всех. Слушай, вот давай сразу, без долгих прелюдий, вот скажи честно мне и всем, кто нас сейчас смотрит. Вы на рыбалку зачем едете? Рыбу ловить? Отдыхать? Или вот эти вот магнитные тормоза на катушке весом 135 грамм настраивать под каждый новый воблер? Под каждый заброс? Подожди, ты опять все сводишь к примитиву, все упрощаешь. Дело же не в настройке как таковой, а в абсолютном, понимаешь, в абсолютном контроле. Ты этого, наверное, никогда не поймешь со своей мясорубкой. А вот те, кто реально пробовал кастинг, они точно знают, о чем я сейчас говорю. Кстати, вот давайте сразу к делу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто вообще ловил на БФС катушку. Не просто в магазине в руках держал, а вот прям на воде с реальными приманками. Очень-очень интересно, сколько нас таких. Ой, ловили, конечно, ловили. И бороду на первом же, ну или на втором забросе получали. У кого так же было, отзовитесь, не стесняйтесь. Потому что, знаешь, рассказывать вот эти сказки про полный контроль — это одно. А стоять по колено в воде и распутывать тоненький, как паутинка, шнур на ветру — это, извини меня, совсем другое. Так это проблема не снасти. Это проблема отсутствия опыта. Ну или неправильно подобранной катушки, что тоже бывает. Сейчас же есть модели, вот как Tsurinoya Dark Wolf Ultra, например. Она легкая, шпуля там весит 4,5 грамма. Это уже не те старые мульти, что были раньше. Это точный инструмент для понимающих. Хорошо, давай к основам, вот чтобы мы на одном языке говорили. Ультралайт — это что для тебя? Вот для меня это 0,6 грамма, 0,8, ну, грамм, 1,5. А твоя вот эта хваленная катушка, даже по заводским данным, которые производитель пишет, комфортно работает от 2 грамм. Это уже, извини меня, лайт, а не ультралайт. Мы о разном говорим. Слушай, ну это же очевидно. Это производитель пишет для новичков, чтобы просто перестраховаться. Чтобы человек, который ее первый раз в руки взял, не получил сразу негативный опыт и не забросил ее в дальний угол. Я тебе говорю, и парни, кто в теме, они подтвердят. С правильным удилищем, с живым кончиком, она и грамм кинет, и 0,8 грамма кинет. Вот, кстати, вопрос к знатокам. Кто из вас реально кидал 0,8 грамма кастингом? Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая у вас катушка и какой спиннинг. Поделитесь реальным опытом, а не вот этой сухой теорией из интернета. Вот, вы слышите? С правильным удилищем, если подобрать шнур, если ветер не с той стороны подул. А я просто беру свою безинерционку 1000-го размера, ставлю мормышку 0,5 грамма и ловлю. В любых условиях. Мне не надо думать, какой там строй, какой ветер. Вот вы, кто нас смотрит, скажите честно, вы на рыбалке хотите вот эти ребусы решать или все-таки рыбу ловить? Давай я объясню, в чем магия. Вся магия в легкой шпуле. У современной BFS-катушки она весит 4-5 грамм, понимаешь? У нее почти нет инерции. Она начинает вращаться от малейшего, от микроскопического импульса. Это и дает ту самую феноменальную точность заброса, о которой я говорю. Ты ж сейчас серьезно. Вот эту стартовую инерцию кто-то реально на рыбалке чувствует? Или это все-таки маркетинг чистой воды, чтобы продавать нам новые, все более дорогие игрушки? Физика же проста, как 3 копейки. Чтобы раскрутить шпулю, даже самую легкую, нужна энергия. Приманка в 1 грамм дает минимум этой энергии. А у безинерционной катушки шпуля неподвижна вообще. Шнур просто слетает с нее под весом приманки. Все. Никакой физики, никакой инерции не надо преодолевать. И слетает петлей. Огромной петлей, которую тут же подхватывает малейший ветерок и несет в кусты. А я контролирую сход шнура пальцем. Каждую долю секунды. Вот вы, кто ловит кастингом, вы же понимаете, это ни с чем не сравнимое ощущение, когда приманка буквально тянет шнур с твоего пальца. Опишите его в комментариях, пусть теоретики почитают, что такое настоящий контакт со снастью. Я понимаю другое. Я понимаю, что в ранних версиях твоей вот этой распрекрасной катушки людям приходилось самим тюнинговать ее, усиливать магнитные тормоза, потому что штатных просто не хватало. Это нормально, по-твоему? Купил новую вещь и сразу дорабатывай ее напильником. Кто из вас, уважаемые зрители, готов к такому тюнингу новой, только что купленной снасти? Напишите. Интересно. Хорошо, ладно, давай откроем новый фронт. А что со шнурами? Вот ты на свой мульт, подвесав грамм 1,5, что ставишь? П номер 0,4. Ну так он же как канат для таких приманок. Он же убивает всю их игру, особенно на течение. Я ставлю или тонкий флюорокарбон, что, кстати, огромное преимущество кастинга, или, да, П номер 0,2. И у меня нет вот этой вечной проблемы без инерционок, когда петля слетает и происходит перехлёст за ролик лесоукладывателя. Этого просто не может быть по конструкции. Да не обманывай ни себя, ни людей. Ну какой 0,2 шнур?
Тонкий шнур на мультипликаторе — это стопроцентное врезание витков и борода при первом же сбое, при первой же резкой подсечке. Я ставлю пи номер 02 на свою 1000-ную безинерционку и вообще об этом не думаю. Крестовая намотка решает все проблемы. А ты вынужден постоянно следить за намоткой, делать забросы плавно, как балерина. Слушай, это называется не следить, а контролировать снасть. Это и есть осознанный подход. Это часть культуры ловля. Друзья, а давайте вот еще один опрос устроим. Напишите в комментариях, какой у вас самый тонкий шнур стоит на мульте, а какой на безинерционке. И где, по-вашему, честно, больше проблем. Только давайте без теории и пишите, как есть на самом деле. А теперь самое главное. Козырь. Заброс. Вот как ты своей снастью кинешь приманку весом в грамм под нависшую ветку? В окошко полметра на полметра. Да никак. У тебя вылетит огромная дуга из шнура, и твоя приманка с вероятностью 99% упадет в кусты. Спокойно кину. Маятниковым забросом или скиппингом. Это вопрос техники. А вот ты своим хваленым мультом против ветра не кинешь вообще. Даже против слабого. Получишь мгновенную перебежку и птичье гнездо вместо шнура. Признай это. Это же факт? Не признаю, потому что это не так. Я просто чуть-чуть подожму осевой или магнитный тормоз и сделаю точный резкий кистевой бросок. Приманка полетит как пуля, по прямой траектории. И я могу остановить ее своим пальцем в любой точке полета. В любой! Вот вы сейчас, кто нас смотрит, просто представьте. Заросший берег, форель стоит под дальней корягой, и есть только маленькое окошко чистой воды. Что бы вы выбрали для ювелирно точного заброса? Настройщикам на берегу. Ты, по сути, предлагаешь людям выбор между ловить рыбу и бороться со снастью. И мне кажется, для 90% рыболовов выбор очевиден. Ладно, давай так, я готова на тактическое отступление. Я согласна, если мы ловим на тяжелый джиг, на крупные воблеры, да, мульт — это мощь, это тяга, это прямой контакт, тут спору нет. Но мы же говорим про ультралайт, про граммы и доли грамма. Здесь это просто, неоправданно избыточное усложнение. Хорошо, я тоже кое-что признаю. Если стоит задача забросить мормышку весом 0,5 грамма на максимальную дистанцию в чистом поле, да, безинерционка, возможно, кинет на пару метров дальше. Но рыбалка — это же не метание ядра на стадионе. Это точность, это анимация приманки, это эстетика, в конце концов. Я готов пожертвовать 5 метрами дальности ради полного тотального контроля. А ты нет. Ты просто, извини, ленишься освоить что-то новое. Я не ленюсь. Я ценю свое время и свои нервы. И нервы тех, кто со мной рядом рыбачит и ждет, пока я распутаю очередную бороду. Ты обвиняешь меня в лени, а я тебя в слепом иррациональном фанатизме. Ты готов мириться с бородами, со сложными настройками, с кучей ограничений просто потому, что это круто и не как у всех. Но раз так, давайте спросим у людей. Вот вы сейчас на чьей стороне? После всего, что вы услышали. Напишите, пожалуйста, в комментариях всего одно слово. Контроль, если вы за меня и за кастинг. Или напишите простота, если вы за мою оппонентку и безинерционку. Очень интересно посмотреть на результат. И все-таки вот то ощущение, когда ты делаешь короткий заброс кистью и кладешь мормышку весом в грамм в сантиметре от коряги, без всплеска, и на падении ее тут же на твоих глазах атакует окунь. Вот это дает только мульт. А то ощущение, когда ты 10 минут распутываешь тончайший шнур, который впился сам в себя, пока этот самый окунь спокойно уходит по своим делам, это ощущение, к сожалению, тоже дает только мульт. Так что тут, знаешь, каждому свое. Что ж, оставим это на ваш суд. Последний вопрос вам, нашим зрителям. Вы все выслушали. Ваш личный выбор для весов в районе 1 грамма. Кастинг или безинерционка? И, наверное, самый главный вопрос. Ловля на мультипликатор приманками менее 1 грамма — это реальность для обычной любительской рыбалки, доступная многим? Или это все-таки остается мифом для спортсменов и очень увлеченных фанатов? Напишите ваш честный ответ. Нам очень важно ваше мнение.